Как делают так, чтобы огурцы были классные, не болели? Как в производственных теплицах подается питание растениям и как вообще происходит полив? В такой теплице не работают химическими препаратами. Плодик, 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 плодик и абсолютно нет цветов. И это будет та стадия, когда с него пора собирать семена. Смотрите, что сделал агроном. Секреты у производственников свои. Добрый день, дорогие дачники, садоводы, огородники, все те, кто интересуется загородной жизнью. С вами Анна Акинина, нетипичный фермер. Я приглашаю вас к себе в теплицу. Теплицу не простую, а селекционную, где как раз ведется размножение огурца. Сегодня я расскажу все детали и расскажу секреты и лайфхаки, как делают так, чтобы огурцы были классные, не болели, давали хороший урожай и радовали весь сезон. Ведь секреты у производственников свои. Поехали! В этой селекционной теплице растут родительские формы, то есть мамы и папы будущего гибрида огурца. Они обозначаются просто номерами. У каждого гибрида есть определенный набор генов. Это определенная мама и определенный папа. Если мы, допустим, меняем их местами, либо заменяем папу, соответственно, у нас получается новый гибрид, другой. Но не факт, что он будет вкусный, не факт, что он будет лёжкий, не факт, что он будет такой, как мы его хотим видеть. Поэтому у любого селекционера есть огромное количество родительских линий. Вот смотрите, сколько всего. И лишь одна мама, один папа будут отвечать за определенный гибрид. Только что сходила к агроному, спросила, чем обработана прикорневая зона. Вижу такое впервые, но в каждой теплице заведует определенный агроном, который отвечает за растения. И, конечно, он отвечает за все обработки. Вы не думаете, что в производственных теплицах нет болезней, нет вредителей. Все как везде. И задача агронома – вырастить здоровые овощи с наименьшим прибеганием к химии. Вот в этом году тут такая проблема, что бывают прикорневые гнили. И смотрите, что сделал агроном. Он смешал мел. Мел тоже, кстати, отличная профилактика. И смешал его с фунгицидом Редомил. И губкой они наносили прямо на корневую зону. Вот видите как. И говорит, что такой способ, они его недавно придумали, попробовали. И такой способ хорошо борется именно с прикорневыми гнилями. У кого есть на даче даже такая проблема, можете попробовать. Вот. Огурцы здесь ведутся в один стебель, как вы видите. Все аккуратненькие, чистенькие. Смотрите, какой уже большой лист. Лист здоровый. И тут мы еще видим, у нас нет цветения. Мы сейчас с вами пойдем в другую теплицу, где огурцы уже немного больше. Я покажу, как происходит опыление. Это тоже очень интересный процесс. И дальше уже буду собирать семена. Тоже вам поэтапно все расскажу. Но вот на этом этапе, я думаю, все вам ясно и понятно. Конечно, огурцы любят повышенную влажность, и сам вообще лист огурца, их обычно много, этих листьев, они создают сами себе эту влажность. И вот если мы сейчас снимали в томатной теплице, там не так влажно, здесь уже автоматом становится влажнее. Это для огурца, конечно, хорошо. Не бойтесь дождевать свои огурчики, они это все очень-очень любят. По листьям томата мы никогда не льем воду, а здесь совершенно другая история. Многим интересно, как в производственных теплицах подается питание растениям и как вообще происходит полив. Питание здесь в грядке никто не закладывает, потому что смотрят по состоянию растения. Если растению что-то не хватает, ему добавляют непосредственно по капельницам. То есть, если мы с вами, дачники, делаем такой ленивый подход к нашим растениям, то есть заложили один раз и забыли. Здесь же смотрят на растения по факту. И, конечно, подкармливают питательными растворами. Я именно из теплиц вообще ввела вот эту моду питательных растворов, потому что такое питательный раствор? Это легкая, доступная форма для растения. Растению чего-то не хватило,
Мы дали по капельницам питательный раствор, и у нас произошла мгновенная подкормка. Растение сразу получило питание, сразу все усвоилось. И здесь по тому же принципу. Питательные растворы точно такие же, как наши Steam Garden, только агроном что делает? Он увеличивает разнообразные дозировки. Где-то магния побольше добавит, где-то железо, он смотрит именно по состоянию растения. Наши питательные растворы универсальные. Если вы не знаете, чем подкормить свои огурчики, питательный раствор Steam Garden для огурцов. На полном цикле его будет достаточно, будет и хорошее цветение, и хорошая завязываемость, и, конечно, будет много плодов. Я рекомендую давать тоже по капельницам. Если нет у вас капельного полива, тогда проливать растения из лейки. Здесь же все автоматизировано, еще новенький такой аппаратик. Ведутся все учеты, сколько, какому растению, что у нас попало. Смотрите, вот много линий, потому что теплиц тут несколько, и по теплицам это все распределяется. Есть вот такие бачки, в них непосредственно размешивается удобрение. И есть еще бочки черные наверху, в них под естественным солнцем нагревается вода. Здесь мы находимся с вами уже в селекционной теплице. Здесь уже происходит то самое опыление, то самое скрещивание. Сейчас я вам расскажу, какой это удивительный, уникальный процесс. Многим кажется, что гибрид получается в лаборатории. Нет, друзья, гибриды получаются вот в таких вот больших теплицах. И давайте для начала научимся различать женский цветок и мужской цветок. Женский цветок это будет мама огурца, мужской цветок это будет папа огурца. Вот так вот выглядит женский цветочек, а вот так вот выглядит мужской цветочек. То есть женский цветочек у нас с плодиком, мужской без. Сейчас у нас будет урок ботаники и селекция. В общем, вот женский цветок, вот мужской цветок. В теплицах как это делается? Допустим, растет теплица с мамой, теплица с мамой и теплица, где уже, собственно, производятся гибриды. И опыляют цветы между собой. В мужском цветке у нас находятся пыльники, и пыльца из мужского цветка должна у нас попасть в женский цветок. То есть, по факту, вот таким вот образом все, произошло опыление. И, соответственно, дальше огурчик у нас продолжает расти. И это уже не сортовой огурчик, а гибридный. То есть мы опылили его другим папой. Селекционная теплица – это такое, знаете, стерильное место, куда вход разрешен только в специальной обработанной обуви, в специальных костюмах. Я сейчас здесь нахожусь в порядке исключения с разрешения самого селекционера. Обувь мы, конечно, обработали одежду, чтобы не занести сюда какую-то болезнь или каких-то вредителей. И по всей теплице натянуты сетки, чтобы сюда не влетали насекомые. Но все равно насекомые вдруг каким-то образом попадут. Как сделать так, чтобы пыльца, например, того же огурца не попала, либо соседнего, чтобы у нас этот огурец не переопылился? Его закрывают вот таким вот образом ваткой. То есть после опыления огурчик, чтобы точно наверняка был тем самым гибридом, закрывается ваткой. И завязывается вот такая вот веревочка, это как маркер. Это означает, что гибрид опылен. Естественно, такой огурчик никто не будет срывать. Он постепенно станет семенником, то есть станет огромным огурцом, уже потом пожелтеет, будет такого неприглядного желтого цвета. И это будет та стадия, когда с него пора собирать семена. То есть вот этим отличается селекционная теплица. Здесь огурцы не едят. Здесь только происходит работа селекционера по скрещиванию мамы и папы. И потом собирают вот таких красавцев. Но бывают еще партенокарпические гибриды. Вы, наверное, слышали, знаете, на которых растут только женские цветки. Это создано для нас, дачников, чтобы у нас не было так называемого пустоцвета. То есть современные огурцы в основном все партенокарпики, и там плодик, 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 и абсолютно нет цветов. Как же с таких красавцев брать папу? И тут пришла наука на помощь. Пойдемте покажу. Раньше, когда я приезжала в производственные теплицы, я не понимала, что с огурцами-то творится. Сейчас, уже работая много лет с растениями, я знаю, что этот огурец не болеет. Его специально обработали серебром, чтобы он очень сильно стрессанул, он получает ожог,
И на фоне этого стресса вместо женских цветков, которые должен выпускать, выпускает мужские цветки, которые берут с этого растения и опыляют им женский цветок. Вот представляете, как все интересно и необычно. И в такой теплице не работают химическими препаратами. Для того, чтобы у нас получилось органическое семеноводство, и, конечно, где не работают химическими препаратами, особенно на больших площадях, возможны болезни. Поэтому здесь задача селекционера быстрее собрать урожай. Но, как вы можете видеть, всякое бывает, и никуда от этого не деться. Не только у дачников болеет все, но вот такое встречается и у профессионалов. Ну что, дорогие дачники, немножечко пустила вас в свое закулисье. Скажу вам сразу, здесь ведется семеноводство 2 наших новых гибридов. Конечно, получим мы их не быстро. Здесь мы только произведем первую партию материала, потом в дальнейшем будем его размножать. В общем, это процесс не быстрый, но, конечно, он идет побыстрее, чем с томатом, потому что у томата срок созревания от 80 дней, здесь у огурца же от 40. То есть мы за лето, захватывая весенний период, можем уже собрать, допустим, 3 оборота огурца, и это очень сильно сокращает сроки. Я надеюсь, вам было интересно. Нравится мне показывать вам внутрянку, чтобы понимали, как это происходит. И, конечно, я буду рада вашим вопросам. Спрашивайте, что интересно про селекцию семеноводства. Я с радостью отвечу. А с вами был Нетипичный фермер. Увидимся в следующих роликах. Пока!